Всех приветствую на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Яркое солнце и зелень настраивают на создание полотен с летней атмосферой. Эти лоскуты я буду выкладывать на основу, которая может быть из любой тканюшки. Для своей основы я соединила две неширокие полоски из ненужной ткани. А лоскутики у меня самые разные как по фактуре, так и по составу. Это у меня органза, а это манжет от старой ненужной рубашки. То есть у меня здесь и обрезки и новых тканей, есть и лоскутики от старой ненужной одежды, лишь бы это подходило и устраивало по цвету. То есть фактура здесь не имеет никакого значения. В верхней части преобладают лоскуты голубого цвета, разные по оттенку. Вот этот лоскутик, он яркий, и я, наверное, положу его изнаночной стороной наверх, более приглушенной. Но могу и передумать. В средней части я выкладываю лоскутики с преобладанием растительного рисунка и однотонные обрезки зеленых оттенков. А эти бежевые лоскутики я тоже положила изнаночной стороной наверх. Добавлю еще зелени. Самое привлекательное пятно в композиции – этот желтый лоскутик. Так, я его переверну. Этот желтый цвет должен создавать иллюзию яркого солнечного света. А этот голубой лоскуток я тоже положу яркой стороной наверх. Здесь я тоже кое-что подправлю, поменяю местами полоски. Вроде уже все на месте, но в процессе творческой работы такие моменты неизбежно появляются. И завершается нижняя часть полотна темными лоскутами. Это лоскуты от военной рубашки защитного цвета. Теперь я зафиксирую лоскутики с помощью канцелярского клея карандаш. Можно воспользоваться клеевой паутинкой или же, разложив лоскуты на клеевой флизелин, зафиксировать с помощью горячего утюга, и тогда вообще можно обойтись без вспомогательных булавочек. Ну, а я кое-где сколю булавочками и перейду к машинке. И вот я соединила выложенные лоскутики швом зигзаг, просто обойдя лоскутики по контуру. И получилось вот такое цельное полотно. Я его положила на прокладку из синтепона, ну и нижняя ткань. И вот теперь я все это сколю булавочками и дальше сделаю плотную стежку. Простегала швом зигзаг, но это такая моя хотелка. Можно было и прямой строчкой, можно было и любым другим, более сложным видом стежки. Это для тех, кто владеет свободно ходовой стежкой. А вот для новичков это самый приемлемый вариант. Не придерживаясь ровных линий, не соблюдая строго одинакового расстояния между строчками, то есть как повела рука. Для стежки использовала нитки нейтрального цвета. Эти нитки подходят к любому из лоскутов по цвету. И я поменяла нитки только на голубом фоне. Ну и еще раз я показываю изнаночную сторону. Строчки здесь хорошо видно. И мне осталось теперь осноровить полотно. Но это еще не все. Самое интересное нас ждет впереди. Вот из этого лоскута я сейчас вырежу вот этот фрагмент большого яркого цветка. Я намерена использовать его в качестве аппликации. И вот я вырезала цветок и уже определила ему место на полотне. Фон полотна неброский, пастельный, и делала я это намеренно.
в том числе за счет того, что некоторые лоскуты я переворачивала лицевой стороной вниз, то есть бледной изнанкой наверх. Делала я это для того, чтобы яркий цветок контрастнее выделялся на этом фоне. Но вот цветок-то оказался с дефектом, и этот лепесток я уберу, я уже вырезала отдельный лепесток и заменю. И вот я закончила пришивать аппликацию и прячу концы ниточек. И сейчас я вам все покажу. Аппликацию я пришивала также швом зигзаг. И прежде чем пришивать, я также воспользовалась вот этим клеем-карандаш. Листочки из старой футболки. Прорисовала прожилки прямой строчкой. А этот стебель – это шов от какого-то изделия, которое я резала на поделке. То есть здесь присутствует элемент вот такой вот утилизации отходов. Вот такая получилась картинка. В общем, я ее себе такой и представляла. Я здесь использовала памятные лоскутики. И пока я затрудняюсь, в каком изделии можно применить эту заготовку. Мне хочется узнать и ваше мнение, потому что в голове крутятся несколько вариантов, и на каком-то хочется утвердиться. В первую очередь представляется в качестве панно, но это может также быть и салфеткой, и в качестве декоративной подушки, ну и как лицевая деталь сумки, а почему нет? Для летней сумки вполне подойдет. Поэтому я жду ваших комментариев. И если понравилось, поделитесь с друзьями на других платформах, ставьте лайки. И, конечно, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые работы. А я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.